Всем привет! С вами Исапанцер. И сегодня на примере одного боя я хотел бы рассказать вам ни много ни мало о своей тактике действия в рандоме. Такая большая тема. Дело в том, что очень многие мои подписчики пишут мне письма примерно одинакового содержания. Исапанцер, что делать? Я сливаюсь, как играть в рандоме, все нубы, у меня ничего не получается, как ты набил такую стату? Ребята, я не устаю повторять, что мой стиль игры и то, что я делаю в рандоме, это не какой-то там Uber скилл, Uber класс, это просто такая обычная стандартная тактика, которая доступна практически всем. Дело в том, что мы вот обратили внимание, что как мы играем взводом в рандоме, мы из боя в бой применяем одни и те же приемы, одни и те же такие общие тактики, то есть это практически не зависит от карты, это не зависит от уровня боев. Какие-то общие моменты, которые мы для себя определили на основе вот этого опыта тысячи тысяч боев в рандоме, причем неважно, взвод, соло, некоторые моменты они сохраняются на самом деле. И вот хотел бы я на примере одного боя просто подробно прокомментировать каждый момент свою логику принятия решений. Хочу еще обратить ваше внимание, что для большинства игроков, у которых стата там больше 55% в рандоме, мое видео это, наверное, не будет особенно интересным, потому что в основном я буду рассказывать какие-то им уже известные вещи. Но, тем не менее, наверное, даже они могут что-то узнать интересное. Ну что, у нас супер взвод, со мной Глебер, Тибериан, у нас быстрые танки 9 уровня, мы почти в топе. Ну и что? Мы куда-то поедем агрессивно продавливать направление, поедем в атаку? Ничего подобного. Никуда мы в начале боя не поедем. Я лично сейчас поеду в ближайший самый удобный куст, для того, чтобы оттуда простреливать подъезды к нашей базе. Дело в том, что опыт тысяч и тысяч боев в рандоме говорит мне о том, что в 90% боев в первые 1,5 минуты боя к нам кто-нибудь приедет по центру. Из топовых танков это раньше были 54-ки, сейчас разработчики ввели замечательные французские динамичные танки, на которых сливаться стало еще быстрее и удобнее, поэтому, возможно, к нам приедет какой-нибудь француз, либо к нам приедут ребята из низа списка вражеской команды. Многие игроки считают, что из низа списка их непременная задача умереть в первую минуту. И я им обязательно в этом помогу. Это мой принцип. В начале боя, если у меня есть такая возможность, я постараюсь накинуть тем ребятам, которые хотят в ангар. Если они хотят в начале боя идти в ангар, это их законное право, я в этом обязательно поучаствую. То есть я готов наносить им урон, я готов набивать на них фраги. И, соответственно, именно поэтому я вначале поехал в центр. Немножко неудачно, бэдшот оказался не таким сливным, как это часто бывает. Получил всего один снаряд и уехал. И что? Мы поедем в атаку? Ничего подобного. Никуда мы снова не поедем. Почему? Потому что мы не знаем, где находятся вражеские танки. Пока светился один бат. Мы не знаем, где вражеские тяжи. Может быть, у противника раш через какое-то направление. Может быть, где-то наша помощь срочно понадобится. И вот засвечивается 54-ка. 54-ка считает, что она на быстром, агрессивном среднем танке, и она должна ехать в атаку. Ну и вот смотрите, 54-ка выезжает, пусть я ее не пробиваю, но ХП у нее уменьшается стремительно, и этот водитель 54-ки отправляется в ангар. Это стандартно, это нормально. Так бывает всегда. Еще важный момент. Я сейчас стою практически на базе. Но это происходит потому, что у меня быстрый и динамичный танк. Это такой парадокс на самом деле. Но если бы я был на каком-то большом неповоротливом тяже, я бы сразу поехал на какое-то направление. Просто потому, что я бы уже мог на большом тяже не успеть занять нужное направление, если бы в начале боя сильно тормозил. А так, я на быстром Е50, максималка 60 км в час. Когда это будет нужно, я эту максималку быстро наберу с горы и поеду на тот фланг, на котором понадобится моя помощь. Но я вижу в центре свет, я вижу Леву. И вот еще один принцип, мой принцип игры в рандоме. Если я стою на позиции, и противник меня не видит, и я с этой позиции могу нанести урон. Да, пусть я сейчас Леву не вижу, но я понимаю, что я могу ему накинуть. Так вот, с этой позиции, до тех пор, пока я
не пойму, что мне здесь больше делать нечего, с этой позиции я не уеду. Пусть мне сейчас не повезло, пусть я дал какой-то дурацкий рикошет в Леву, пусть снаряд ушел вниз, но тем не менее потенциально я мог нанести урон, не получив снаряда в ответ. Поэтому я остановился и стал стрелять. Засветилась лампочка, ни в коем случае не рискуем, и сразу же отхожу. То есть я даже не пытался в 120-му накинуть. Лампочка зажглась, значит 3 арты меня видят, значит я срочно должен уехать и сменить позицию. Выезжаю, стоим, ждем. Пока еще непонятно, где нужна наша помощь. Плюс, смотрите, снова меня никто не видит, урон я не получаю, зато его наношу. Идеальный вариант, то есть это такой рецепт, если хотите. Начинаем двигаться, начинаем думать. Постоянное внимание на миникарту. Это очевидная вещь, не стоит ее, наверное, повторять, но на миникарту внимание должно быть всегда, всегда. И вот я на миникарте вижу бадшат. К сожалению, объект стоит неудачно, он повернулся к нему не тем местом, которым надо, и бадшат нашего объекта убивает. Но, тем не менее, отсюда далеко бадшат не уйдет. Он рискует, он довольно рискованно сыграл, и за это он ответил и пошел в ангар. Е50 тоже решил поддержать, тоже пошел в ангар. Мы не уезжаем. То есть, смотрите, мы сейчас продолжаем занимать позицию, продолжаем не получать урон. Пусть, вот вы можете назвать меня таким циничным игроком, так вот, большинство моих союзников, случайных союзников, я имею в виду в рандоме, играют все-таки хуже меня. Поэтому пусть урон получат они, а не я. А я его получу скорее в конце битвы. В конце битвы каждый танк важен. Это нужно понимать. Если вы сможете дожить до конца боя, имея максимальное здоровье, то вы сможете в конце боя оказать максимальное воздействие, максимальное влияние на исход боя. Поэтому сейчас я даже не стал стрелять по 120-му. Я был в засвете, значит меня видела арта, я просто откатился и подождал. То есть я не стал принимать дополнительный урон, когда можно было этого не делать. Снова выезжает противник, я даю дамаг, сразу же ухожу. Немножко здесь рискованно, хочу добить як-тигра, не вижу, стреляю вслепую, снова отхожу. То есть немножко здесь уже становится опасно, но здесь уже риск, который вы, в какой-то момент вы должны принимать риск. Я не говорю, что весь бой нужно сидеть в кустах. Ни в коем случае. Просто надо понимать, что ваши хп очень ценны. Их надо беречь. И вот смотрите. Казалось бы, весь бой я тут стоял, весь бой мы тут кустодрочили, как угодно это назовите. Но на данный момент, я тут посчитал, я нанес уже около 2000 урона. 2000. И ведь я еще не получила ни одного снаряда. У меня 100% хп. И вот в какой-то момент вы должны понять, что в какой-то момент вы эти хп сэкономленные, которые вы сберегли, вы должны использовать. И опять-таки, ребята, то, что я экономлю и как бы играю аккуратно, экономлю хп, но это не значит, что я боюсь получать урон. Когда это нужно, урон нужно получать. И вот смотрите, я тут пока целенький. И 120 едет. Его прикрывает арта. И вот сейчас наступает тот момент, когда я должен выехать и начать работать. Меня прикрывают, я целый. Убиваем 120-го, начинаем движение. Як-тигр, не останавливаюсь. На меня может быть сведена арта. Як-тигр стреляет в другую сторону. Стреляю на ходу и захожу ему в тыл. Все, теперь я могу наконец-то использовать другие качества Е50. То есть не просто точную пушку, а отличную динамику и маневренность. Теперь я готов ехать в атаку. Я знаю, где противник, я знаю, как действовать. Я знаю, соответственно, все, что мне нужно для того, чтобы максимально эффективно использовать свой танк. И, соответственно, сейчас разворачиваюсь, сразу же вхожу в сейф, для того, чтобы не получить снаряд от арты. Но вот немножечко я не рассчитал, забыл об одном танке. Это ПТ 7 уровня. И сразу же ухожу в сейф и жду того момента, когда пропадет засвет. Тоже важный момент. Никогда не выезжайте из-за укрытия сразу. Подождите хотя бы 5 секунд. Может быть, даже здесь мне стоило еще чуть-чуть подождать. Ну что, быстро уничтожены 3 очень опасных противника.
И при этом я действовал как раз уже на передовой. То есть в данном моменте я уже не боялся получить урон. Этот урон кто-то должен был получать. Вот тут уже не было выбора. Здесь я пытаюсь помочь Вове Глеборгу уничтожить ИС-3. К сожалению, не пробиваю. Ну и тут просто принимаем решение, что ИС-3 он уничтожит самостоятельно, а мы едем за артой. Опять-таки, смотрите, сейчас я готов получить как минимум один снаряд от арты. То есть то здоровье, которое я сберег, я буду тратить в конце боя. Сейчас засвечивается ГВ Пантера. Останавливаюсь, стреляю, надо ее убивать. Здесь было, конечно, уже рискованно, я уже точно засветился. Но, тем не менее, арту убивать нужно. И, соответственно, я это делаю. Все, дальше уже технические моменты, все понятно. Соответственно, что тут комментировать. Арта сейчас будет уничтожена. И это победа. Соответственно... вот еще, смотрите момент. Я в засвете. Арта мне дает дамаг из кустов. Но за счет того, что у меня было 1000 хп, этот ГВ-тигр меня не убивает. И, соответственно, это мой последний фраг в этом бою. Этот бой был абсолютно стандартным для нас. Так мы играем. Я не говорю, что у меня каждый бой 7 фрагов, не поймите меня неправильно. Я имею в виду, что тактика действий, которую мы применяли, это стандарт. Мы играем аккуратно, мы играем, можно сказать, тайтово. Если вам знакома аналогия с покером, то это такой стандартный, спокойный тайтовый стиль. Вы можете играть по-другому, я никому это не навязываю. Я просто вам хочу объяснить, что именно так, вот в таком стиле, я соло, когда играл, набил стату около 57%. Это соло. Взводом, конечно, будет больше. То есть эти действия, вот эта такая тактика, спокойная, аккуратная, выдержанная, она на самом деле намного проще, чем агрессивные действия. Выживать, играя агрессивно и, скажем так, очень большое влияние на исход боя оказывать, играя очень агрессивно, тяжело. То есть это доступно только действительно опытным игрокам. Поэтому большинство ребят, которые пытаются играть агрессивно, они сливаются. Это нормально. Если вы хотите играть в бодрое танковое рубилово, это ваше право. На самом деле в рандоме никто ничего никому не должен. Играйте как хотите, на самом деле, это правда. Я никогда таких игроков не осуждаю. Есть у человека бадшат, хочет он быстро влететь на базу врага. Да флаг в руки, он влетает и сливается, идет на следующий танк. Супер, получает человек удовольствие. Но для меня, например, наиболее важной характеристикой, наиболее важной является количество побед. Я люблю в рандоме именно выигрывать. И мне намного более важна победа команды, чем мои личные действия. Поэтому я играю так, чтобы эту победу команде принести. Соответственно, можете нас за это осуждать. Тактика, это я уже много чего слышал с адрес, но фишка в том, что это работает. И, соответственно, вам уже выбирать, как играть и какую тактику применять. Надеюсь, что долгие мои монологи были чем-то вам полезны. И спасибо за внимание.